Привет, друзья! По оценкам Forbes, в России насчитывается 102 миллиардера в 2020 году. Их общее состояние достигает отметки 389 миллиардов или 24% от ВВП России 2019 года. Это, кстати говоря, на 12% меньше, чем в 2019 году. Тогда их общее состояние составляло 439 миллиардов долларов. В наш список богатейших наследников попали 13 семей. Но перед тем, как мы начнем, подписывайтесь на наш канал и запустите видео в соцсетях. Далее мы расскажем о 13 самых богатых наследниках российских миллиардеров в 2020 году. Юсуф Алекперов – сын президента Лукойла Вагита Алекперова. Он родился в 1990 году. В настоящий момент молодой человек не имеет отношения к компании. Он занимается собственным бизнесом, производит энергетический напиток «План Б». Помимо этого, ему принадлежит компания ООО «Цифровые технологии», которая занимается рекламой. Доля Юсуфа Алекперова оценивается в 15 миллиардов 200 миллионов долларов. Отец завещал Юсуфу контрольный пакет акций «Лукойл» при условии, что тот не будет продавать его и делить с другими участниками. Алекперов-младший женат на девушке Алисе и, несмотря на статусность отца, несколько лет работал инженером-нефтяником в сибирском филиале «Лукойла». Виктория Михельсон – дочь Леонида Михельсона, основного владельца таких компаний, как «Новатэк» и «Сибур». Вообще-то у него 2 детей, но сын родился в 2015 году, и о мальчике почти ничего не известно. Дочь Михельсона Виктория обучалась в Нью-Йорке и решила заниматься искусством. Виктория входит в попечительский совет New Museum. Кроме того, ей принадлежит специализированный фонд целевого капитала для поддержки культуры и искусства «Расширение пространства». Отцовским бизнесом Виктория не интересуется. Виктория не дает интервью глянцевым журналам и не афиширует свою личную жизнь. Доля каждого из детей оценивается в 8 миллиардов 550 миллионов долларов. Джахангир Махмудов – сын Искандера Махмудова, который является основным акционером УГМК. Молодой человек родился в 1987 году. Детство и юность провел в Лондоне, где он окончил школу экономики и международного бизнеса. Вернувшись в Россию, был назначен на пост советника генерального директора Аэроэкспресса, затем решил поработать в Америке. Там Джахангир проработал ровно 2 года и снова вернулся в Россию, в Екатеринбург. Начиная с 2019 года он занимает должность директора по трансформации УГМК, что предполагает внедрение инноваций и новых инструментов в работу компании для повышения ее эффективности. Кроме того, ему принадлежит компания «Инфрамайн», которая занимается разработкой цифровых решений для промышленных предприятий. Его доля оценивается в 7 миллиардов 200 миллионов долларов. У Андрея Мельниченко 2 детей – 8-летняя Тара и 3-летний Адриан. Он – основной бенефициар международного производителя удобрений Еврохим и угольно-энергетической компании СУЭК, каждая из которых входит в число крупнейших в мире в своей отрасли и создана за счет собственных усилий в начале 2000-х годов, без участия в постсоветской приватизации. Доля каждого из детей оценивается в 6 миллиардов 250 миллионов долларов. У Владимира Лисина, основными активами которого являются Новолипецкий металлургический комбинат и транспортно-логистический холдинг Universal Cargo Logistics Holding, который, кстати говоря, занимает 2-ю строчку в рейтинге Forbes, 3 детей. В 2020 году доля каждого из детей оценивается в 6 миллиардов 30 миллионов долларов. Мария Казицына, дочь Андрея Казицына, генерального директора УГМК, настоящая гордость семьи. Она с золотой медалью окончила Ломоносовскую школу Интек, а потом поступила в Высшую школу экономики на экономический факультет, где стала одной из лучших. А еще она настоящая красотка. Девушка родилась в 1999 году, она учится в Высшей школе экономики. Ее доля оценивается в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Доля каждого из 3 детей Геннадия Тимченко, совладельца компаний «Новатэк», «Сибур», «Волга Групп», оценивается в 4 миллиарда 800 миллионов долларов. По информации Forbes, старшая дочь Наталья занимается кино, младшая Ксения, кстати, как и ее мама Елена, гражданка Финляндии, работает в благотворительном фонде Елены и Геннадия Тимченко и имеет орден дружбы за укрепление дружбы и сотрудничества с Россией, а также развитие научных и культурных связей и активную благотворительную деятельность. Младший сын Иван учится в Женевском университете. У Виктора Вексельберга, председателя совета директоров группы компании «Ренова», который занимает 12-ю строчку в списке Forbes, 2 детей – Ирина и Александр.
Сын является гражданином США по рождению в этой стране, там же и живет. Он окончил школу Филдстоун в американском штате Нью-Джерси. Выпускник Ельского университета. Работал в инвестиционном фонде «Коламбус Нова», входящем в структуру ГК «Ренова». Затем владел автосалонами «Феррари» в Денвере и Филадельфии. Он числился на сайте как владелец, однако сейчас на официальном сайте среди топ-менеджеров его имени нет. Дочь в 1996-2000 годах проходила обучение в колледже Бэбсона в США. Получила степень бакалавра по математике. В 2005-м получила степень MBA по специальности финансы в Ельском университете. В настоящее время проживает в Москве с 2 детьми и мужем Салаватом Резбаевым, основателем Trilogy Capital Group. Доля каждого из детей Виктора Виксельберга оценивается в 5 миллиардов 750 миллионов долларов. У Сулеймана Керимова, бывшего владельца футбольного клуба «Анжи» из города Махачкала, занимающего 13-е место в списке Forbes в 2020 году, 3 детей – Гульнара, Саид и Амина. По данным Forbes, Саиду Керимову, в 2016 году закончившему МГИМО, принадлежат основные активы семьи, в том числе 78% акций золотодобывающей компании «Полюс» и международный аэропорт Махачкала. Доля каждого из детей Керимова оценивается в 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Владимир Потанин имеет 5 детей. 2 старших сына живут и работают в США. Сам Владимир Потанин, помимо того, что миллиардер, имеет 8 орденов, правда, большая часть из которых церковные, и 2 медали. Также он занимает первую строчку в российском рейтинге Forbes 2020 года. Дочь Анастасия открыла галерею современного искусства «Артис». Старшие дети миллиардера являются чемпионами России и мира по аквабайку. Младших детей, дочь Варвару и ее брата, родила вторая жена Потанина Екатерина. Доля каждого ребенка оценивается в 3 миллиарда 940 миллионов долларов. Галицкая Полина Сергеевна родилась 2 ноября 1995 года в Краснодаре. Отец Сергей Николаевич, основатель и до 2018 года совладелец крупнейшей розничной сети «Магнит», президент и владелец футбольного клуба «Краснодар». Мать Галицкая Виктория Николаевна. Полина – единственный ребенок в семье. Неоднократно входила в списки богатейших наследников российских бизнесменов. Так и в 2020-м она, как единственная наследница отца, с состоянием в 3 миллиарда 400 миллионов долларов. Она, одна из немногих детей миллиардеров России, получила образование в хорошей, но не частной, а обычной государственной гимназии, а точнее в гимназии номер 54 города Краснодара. Затем поступила в Кубанский государственный университет, где в свое время отучился ее отец. Окончила бакалавриат по экономической специальности. Старшая дочь Дмитрия Рыболовлева, в прошлом владельца Уралкалия, а ныне владельца футбольного клуба «Монако» Екатерина, известна своей эксцентричностью. Когда она училась в Америке, отец приобрел для нее самые дорогие апартаменты. Катя, в свою очередь, выбросила эксклюзивную мебель ручной работы стоимостью более 50 миллионов долларов на помойку. Недавно Екатерина вышла замуж за уругвайского бизнесмена. Свадьба прошла на широкую ногу на острове Скорпиус, который ей подарил отец. Младшая дочь Анна живет с матерью в Женеве. Состояние каждой из наследниц оценивается в 3 миллиарда 300 миллионов долларов. Виктор Рашников – российский металлопромышленник, председатель Совета директоров и председатель Комитета по стратегическому планированию ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», доктор технических наук, почетный профессор МИСИС, академик Российской академии проблем качества. Он имеет 2 дочерей. Младшая дочь Ольга Рашникова в 2000-м завершила обучение по специальности экономика, финансы и управление на предприятии Франклин колледж в Швейцарии и уже 15 лет работает в компании. Она прошла путь от старшего менеджера управления экономики до директора по финансам и члена Совета директоров. Старшая Татьяна решила заняться собственным бизнесом. Татьяна владеет строительной компанией «Реконструкция» и ООО «Театральный роман», специализирующимся на организации театральных и оперных представлений и концертов. Если вам понравилось наше видео, но вы еще не подписались на нас, то подписывайтесь прямо сейчас и запостите видео в соцсетях. В следующих выпусках будет много интересного. До скорых встреч. Пока.